Эта история произошла с девушкой по имени Анастасия. Она была обычной девушкой, живущей и работающей на небольшой ферме рядом с лесом. Ферма славилась своими красивыми и здоровыми коровами, а Анастасия работала на ней дояркой. Жизнь на ферме была трудной, но Анастасия любила свою работу. Она заботилась о животных, кормила их, доила их и ухаживала за ними. Но она всегда помнила о том, что в лесу, который находился рядом, обитали хищные животные. Люди говорили, что обитатели леса никогда не приближаются к ферме, но Анастасия всегда была настороже. Однажды, во время одной из своих смен, Анастасия услышала странное рычание. Она вышла во двор фермы, чтобы посмотреть, что происходит. И там, перед ней, она увидела изнеможенную рысь с маленьким рысенком. Животные тревожно смотрели на девушку, словно просили о помощи. Анастасия испытала сильное сочувствие к этим животным. Она знала, что они нуждаются в помощи. Девушка поспешила в дом, чтобы набрать молока для животных. Приготовив молоко, она вернулась к рысе и рысенку. Слабая рысь с трудом подняла голову и начала пить молоко, словно оно было для нее единственным источником силы. Маленький рысенок тоже стал пить молоко с жадностью. Анастасия чувствовала, что она сделала что-то хорошее, помогла этим животным выжить. Когда рысь и ее рысенок насытились, они медленно отошли от миски с молоком. Они смотрели на Анастасию своими благодарными глазами и, словно поблагодарив ее, исчезли в лесу. Анастасия смотрела вслед ушедшим животным с улыбкой на лице. Она была счастлива, что смогла помочь им, но она не могла предугадать, что это было только начало их встреч. Через несколько дней после этого события рысь снова появилась на ферме, но она не была одна. Она принесла с собой крошечного щенка, которого она нашла в лесу. Животное было голодным и обессиленным, и мать-рысь поняла, что только Анастасия сможет помочь этому малышу. Девушка приняла щенка в свои руки, оказав ему теплоту и заботу. Она назвала его Макс и стала заботиться о нем так же, как и о своих фермерских животных. Маленький Макс быстро начал восстанавливаться, и его игривый нрав превратился в искру в глазах. Анастасия поняла, что судьба привела этого маленького щенка к ней, чтобы она стала его спасительницей и другом. Они проводили много времени вместе, гуляли по ферме и лесу, и Макс всегда был рядом, даря ей радость и любовь. С течением времени Макс стал верным спутником Анастасии. Они помогали друг другу и весело проводили время на ферме. Девушка больше не боялась хищных животных, ведь она знала, что Макс всегда будет рядом, готов помочь и защитить ее. Итак, Анастасия, девушка-доярка, нашла свое счастье на ферме рядом с лесом. Вместе с Максом они преодолели страх и нашли друг друга. Их история стала примером того, как доброта и забота могут изменить жизнь и привести к настоящей дружбе. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.